Добрый день, друзья! Впервые Казань принимает эстафету по приему дронов и ракет на своей территории. СВО идет по плану на 5-й год войны. Наибольшая угроза сейчас исходит из биолабораторий на территории Украины. В ходе СВО были получены доказательства, что рядом с нашими границами фактически производились компоненты биологического оружия. Это создает крайне серьезные, абсолютно недопустимые риски для безопасности нашей страны. Мы со своей стороны продолжим принимать меры для обеспечения собственной биологической безопасности. В России создана в целом надежная система реагирования на угрозы, связанные с совершением актов биотерроризма и преднамеренным использованием биологических агентов. Но она создана, но мы должны быть, естественно, максимально внимательны, потому что... Ну, она создана как бы. Дмитрий Алкоголич вышел в запоя, прочитал очередные какие-то секретные доносы. Откуда он их берет, интересно. Такова ситуация сегодня. Он рассказывал, что Белгород сам абсолютно не освещается ночью, и там полная темнота, но пока ты сам на себе это не ощутишь, ты не поймешь, что это значит. Вот это прям выбешивало, когда ты идешь вечером, ну не поздно, еще часов 9, в поисках какого-то магазина, и ты вообще не видишь, что вокруг тебя происходит, и потом тебе в глаза светофор. И учитывая, что глаза уже привыкли к темноте, тебя прям это так слепит. При этом другие города, области, они освещены. То есть, если это по соображениям безопасности... Абсолютно верно. Дмитрий Алкоголич только что говорил, что все сделано в мерах безопасности для населения. И нечего тут переживать. Без света, так без света. То, ну, как-то в пользу бедных, мне кажется, это объяснение. Прилеты постоянно, там были и ракетные опасности, и дроны прилетали, и прям посреди ночи ты просыпаешься, потому что твою гостиницу трясет, прям ты же такая дрожь земли. И очень обидно, что мы превращаем Белгородскую область в буферную зону, хотя вроде как об этом речи вообще не шло. И буферной зоной должна быть совсем другая территория. Ну, это так по телевизору говорили. А по факту все правильно делается. Совсем другой стороны. Улица Автогенная, это вообще шедевр, блядь, города Новосибирска. Тут, наверное, боевые действия какие-то, блядь, происходят. Это не боевые действия. Это подготовка россиян к высадке на поверхность Луны. Это уже создают прототип лунного покрытия. Происходили. Вообще ужас. Ребята, это Новосибирск. Вот при въезде в город, как с Кузбасса ехать, вы увидите мужика на лошади. Зачем лететь в космос, если можно просто проехать по дорогам Новосибирска? Это говорит о том, что дальше вы должны пересесть на лошадь. Здесь такие дороги у нас везде просто. Это Новосибирск, это не окраина, не деревня никакая. Вот прям Новосибирск. Просто кто как может, так и едет. Не знаю, камера передает все. И это в мирном-то Новосибирске такие дороги. Посмотрите дальше, следующее видео, которое за этим будет. Там можете оценить дороги. Высоту нет, ну, еду просто, уже шея сейчас отвалится. Где-то реки, где-то ямы, где-то говно с песком и грязью. Но в целом вот такая вот обстановка. Зона боевых действий. Украина. Посмотрите, какое дорожное покрытие. Ни одной ямки. Но забегу наперед. Здесь неслыханная дерзость. Суровые автолюбители помешали полету доброго дрона. Он себе летел, просто никого не трогал. А эти русские военные начали его атаковать. Смотрите внимательно. Камик, камик! Стой! 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 Он один спрыгнул. Летел себе дрон, а они начали по нем стрелять. Он их и трогать не хотел.
Ну, пришлось. Живой! Никакой вежливости гостям с неба. Ну все, Пизда. УАЗика нету. Прям в движок зашел, сука. Но эти еще отделались Тебе еще легко. одна реальность. Не такая, как видео с флажками. А есть вот такая еще реальность. Это Видновское кладбище. Тут целая гора неизвестных. Все желтые таблички — это все герои. Это Возможно, еще те герои, которые были на предыдущем ролике. Но мы этого не узнаем. все вот эти вот герои. Герои. С почестями. Ну, соответственно, у всех дата смерти плюс-минус одинаково. Это вот Раскладка герой. 25-го года. Скоро 26-й подвезут. Сейчас я тебе покажу настоящего героя. И чтоб ты понимал, вот это вот местечко выросло за год. По-моему, за год. Ну, Вот назад кучненько. здесь это началось. Или даже, нет, наверное, 2. Но не суть важна. А сейчас покажу тебе героя. И всем. Если ты это, конечно, видео все вставишь, будет, может быть, людям наглядный пример. А вот герой. Жалко, у него ни имени нету. Ничего. Ну, дисбаланс почувствовали. Там просто деревяшечка на крестике. А здесь оградка, фотография. Все цивильно. Тогда уважали. И сейчас нет. И вот разница. Здесь И и там. вон там. Что думаете? Напишите в комментариях. Подписывайтесь. Спасибо, что смотрели. Хорошего времени суток.